Сегодня наша жизнь наполнена ложью, как кровью нашей вены. Мы лжем, поднимаясь, садясь и двигаясь. Иногда мы лжем только в шутку ради каких-то благ и чтобы показать свою значимость. Это действительно стало обычной практикой, настолько распространенной, что люди не считают ее незаконной или греховной. Они скорее думают, что эта привычка никак не влияет на нашу праведность и благочестие. Вся хвала Аллаху, мы славим Его и ищем Его помощи и прощения. Мы верим в Него и полагаемся на Него. Мы ищем прибежище у Аллаха от зла нас самих и от пороков наших деяний. Никто не вводит в заблуждение того, кого ведет Аллах, и никто не поведет того, кого Аллах вводит в заблуждение. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. Я также свидетельствую, что наш Господин, наш авторитет, наш пророк и наш учитель Мухаммад, мир ему и благословение, его слуга и его посланник. Да помилует Аллах его род и его сподвижников. Да благословит их Аллах и приветствует их всех. Хазрат Абу Хурейра передал, что сказал святой пророк: есть 3 привычки, которые отличают лицемер. То есть эти привычки не встречаются у мусульманина. Если у кого-то есть какие-либо из этих привычек, будьте уверены, что он не мусульманин. Вот эти привычки. Когда он говорит, он лжет. Когда он дает обещание, он его нарушает. Когда ему что-то доверяют, он придает доверие. Есть повествования, где добавлены слова, даже если он совершает намаз, постится и утверждает, что он мусульманин. На самом деле такой человек не заслуживает называться мусульманином, потому что он отказался от основных атрибутов, отличающих мусульманина от немусульманина. Ислам – всеобъемлющая религия. Мы никак не можем понять, почему мы укоренили в наших умах веру в то, что ислам ограничивается несколькими формами поклонения. Например, молиться 5 раз в день, поститься в священный месяц Рамадан и соблюдать еще несколько подобных ритуалов. Тот, кто выполняет эти предписания, считается мусульманином, и на этом его обязанности как мусульманина якобы заканчиваются. Человек думает, что теперь он свободен делать все, что пожелает. Находясь в таком заблуждении, он лжет, когда идет на рынок и участвует во всех незаконных и мошеннических сделках. Он не заботится ни о своем слове, ни о человеческом доверии, ни о предписаниях о том, что законно, а что незаконно. В свете хадиса святого пророка упомянуто, что представление о том, что исламом называются несколько рутинных форм поклонения, весьма обманчиво и опасно. Такой человек едва заслуживает называться мусульманином, даже если он регулярно молится и соблюдает пост месяца Рамадан. Хотя формально он не объявлен неверующим, но в привычном смысле он не истинный мусульманин, а лицемер. Необходимо подробно разъяснить об этих 3 чертах человека, а именно лгать, нарушать обещания и предавать доверие, потому что люди не совсем понимают их и относятся к ним очень легкомысленно. Ложь и дни невежества. Первый из этих 3 признаков – ложь. Это такой тяжкий грех, что нет ни одного народа в прошлом или настоящем, в котором он не был бы объявлен запретным грехом. Даже в доисламские времена невежества люди ненавидели ложь. Когда святой пророк послал своего посланника с письмом к царю Рима, приглашая его принять ислам, он попросил своих придворных прислать к нему таких людей, которые знали о личности святого пророка и его послании, чтобы он мог расспросить их о претенденте на пророчество. Случайно нашелся Хазрат Абу Суфьян, который отправился туда с торговым караваном. Он еще не принял ислам. Они отвели его к королю. Между ними состоялся следующий диалог. Царь Рима спрашивает, к какому роду принадлежит этот Мухаммад и какова репутация этого рода. Абу Суфьян отвечает, родом из очень знатного рода, и вся Аравия признает честь и достоинство этого рода. Царь Рима, свидетельствуя об этом, говорит, вы совершенно правы. Все пророки Аллаха происходили из благородных и почетных родов. Принадлежат ли его последователи к низшим классам общества или они из среды почетных кругов и знати? Абу Суфьян отвечает, большинство его последователей – обычные простолюдины. Царь Рима, свидетельствуя о том, что вначале последователи были из бедного слоя, спрашивает, что происходит, когда вы воюете друг с другом, кто побеждает? Абу Суфьян отвечает, иногда побеждаем мы, а иногда побеждают его сторонники. К тому времени произошли сражения при Бадре и Ухуде. В последнем мусульмане понесли потери. Позже, когда Хазрат Абу Суфьян принял ислам, он сказал, что подумал произнести фразу, которая могла бы создать неправильное впечатление о святом пророке. Но, отвечая на вопрос царя, он не нашел повода намекнуть в своем ответе на это. И он, конечно, не мог солгать о святом пророке. Поэтому все, что он сказал в ответ королю, было в пользу святого пророка. Цель этого рассказа состоит в том, чтобы подчеркнуть, что даже те, кто не был мусульманами, не могли лгать. Как это тогда возможно для мусульманина?
Сахих Бухари, хадис номер 7. Фальшивые медицинские справки. Весьма прискорбно, что предоставление фальшивых медицинских справок стало обычной практикой. Даже те, кто пытается различать между законным и незаконным и следовать по пути шариата, исключили многие виды лжи из категории того, что действительно является ложью. Они предаются лжи, будучи уверенным, что это не ложь. Таким образом, они совершают двойной грех, фактически совершая сам грех и веря в то, что это не является грехом. Один религиозный человек, регулярно молящийся и постящийся, ежедневно читающий Коран и поминающий священные имена Аллаха, работал за рубежом в одной стране. Будучи в отпуске, однажды он навестил меня. Я спросил его, как долго он пробудет здесь. В ответ он сказал, что останется еще дней на 8-10. Срок его отпуска истек, но он предоставил медицинскую справку для продления отпуска. Он упомянул о подаче медицинской справки так, как будто это было обычным делом. Я спросил его о содержании и назначении медицинской справки. В ответ он сказал мне, что она нужна для того, чтобы получить разрешение на продление отпуска, так как без медицинской справки продление невозможно. Я снова попросил его сказать мне, что написано в справке. Он ответил, что в справке написано, что человек настолько болен, что не может совершать поездки. Я спросил его, религия — это только молитва, пост и чтение Корана? У тебя есть духовные связи со святыми, и несмотря на это ты прибегаешь к подделке справки? Он сказал, что впервые узнал от меня, что нельзя предоставлять фальшивую медицинскую справку. Я сказал ему, что это не что иное, как ложь. Он спросил меня, как он может получить дополнительный отпуск. Я сказал ему сначала подождать истечения времени положенного ему отпуска, а потом взять отпуск без выплаты зарплаты, и что нет никаких оправданий брать отпуск с помощью ложной справки. В наши дни люди думают, что предоставление ложной медицинской справки не подпадает под понятие лжи, и что религия заключается только в чтении Корана и зикра. Они думают, что нет ничего плохого в том, чтобы прибегать к лжи в остальных делах нашей жизни. Ложные рекомендации. Однажды, когда я был в Джидде, я получил просьбу от довольно образованного и умного человека дать рекомендацию одному человеку. Воспроизвожу письмо ниже. Составитель этого письма, который собирается встретить вас, является гражданином Индии. Сейчас он хочет уехать в Пакистан. Поэтому я прошу вас порекомендовать его пакистанскому посольству для выдачи ему пакистанского паспорта на том основании, что он является гражданином Пакистана, и его паспорт был утерян в Саудовской Аравии. Он сам обратился за паспортом в пакистанское посольство, и я прошу вас дать рекомендацию для этого. А теперь обрати внимание, в этом священном месте совершается умра, хадж, таваф, саи и так далее, и бок о бок с этими священными обрядами люди идут на ложь, подлог и мошенничество, как будто эти греховные действия не касаются религии. Люди теперь убеждены, что ложь является ложью только тогда, когда человек лжет с полным осознанием того, что он говорит неправду. Якобы не является ложью получать липовые справки от врачей, ложные рекомендации от должностных лиц или подавать ложные иски против кого-то. Аллах сказал в своей книге, стоит ему произнести слово, как рядом с ним наблюдатель, готовый записать это. Каждое слово, которое говорит человек, записывается в его книге деяний. Не ври детям. Однажды в присутствии святого пророка одна дама хотела позвать ребенка, чтобы подержать его на коленях, но ребенок не хотел приближаться к ней. Дама пыталась приманить ребенка, обещая ему что-то дать взамен. Святой пророк спросил ее, действительно ли она хочет дать ребенку что-то или только уговаривает его, не собираясь ничего давать. Дама ответила, что если ребенок придет к ней, то она даст ему финики. Святой пророк сказал женщине, что если бы она приманивала ребенка только для того, чтобы он пришел, при этом не намереваясь ничего ему дать, то грех одной лжи был бы записан в ее книге деяний. Этот хадис учит тому, что даже детям нельзя лгать и нарушать данные им обещания. Если вы не последуете этому уроку, у ребенка с самого начала своей жизни пропадет страх совершения этих грехов. Не лгите даже шутя. Мы привыкли лгать только в шутку и для развлечения, хотя святой пророк запретил нам лгать даже в шутку. Он сказал в хадисе, что мучительное наказание ждет того, кто говорит ложь только для того, чтобы рассмешить людей. Как шутил пророк. Святой пророк тоже иногда шутил и развлекался. Однако он никогда не говорил ничего, что было бы ложью или неправдой. В качестве примера можно упомянуть, что однажды одна старуха обратилась к святому пророку с просьбой помолиться о ее вхождении в рай. Святой пророк сказал этой женщине, что ни одна старуха не войдет в рай. Услышав это, женщина заплакала.
Тогда святой пророк объяснил ей, что ни одна женщина не войдет в рай в состоянии дряхлости. Но прежде чем войти в рай, старухи будут превращены в юных девиц. В этой прекрасной шутке нет и следа неправды, но она забавна. Уникальный стиль шуток. Один житель деревни обратился к святому пророку и попросил у него верблюдицу. Святой пророк обещал дать ему детеныша верблюдицы. Селянин сказал: «О пророк Аллаха, что я буду делать с детенышем верблюдицы? Мне нужна взрослая верблюдица для верховой езды». Святой пророк сказал селянину, что подаренная ему верблюдица ведь в сущности детеныш какой-то верблюдицы. Таким образом, святой пророк произнес прекрасную шутку, которая не была ни ложью, ни неправдой. Это подчеркивает необходимость беречь свой язык от лжи даже шутя. Несмотря на все это, среди нас распространены вымышленные и полные преувеличения истории, которые мы рассказываем слушателям как шутки. Все это подпадает под определение лжи. Да спасет нас от этого Аллах. Ложные рекомендации. В наши дни стало обычной практикой предоставлять фальшивые рекомендации. В этот грех вовлечены вполне религиозные и благочестивые люди. Они либо получают их, либо пишут их в пользу других. Лицо, пишущее рекомендацию, удостоверяет, что оно знакомо с данным человеком около 5 лет и что он обладает хорошими моральными качествами. Никто не думает, что то, что он делает, незаконно, но он льстит себе тем, что делает добро нуждающемуся человеку. Однако факт остается фактом. Выдавать рекомендацию в пользу человека, которого автор вообще не знает, грех. Это палка о двух концах. И автор, и получатель рекомендации оба являются грешниками. Есть два способа узнать чей-то характер. Упомянув кого-то в разговоре с Хазратом Умаром Фаруком, один мужчина похвалил поведение и характер этого человека. Хазрат Умар Фарук спросил его: «Скажи мне, были ли у тебя когда-нибудь с ним деловые отношения или сопровождал ли ты его в путешествии?» Мужчина ответил отрицательно. Тогда Хазрат Умар Фарук сказал: «Откуда ты знаешь, что он человек хорошего поведения и характера, если у вас не было никаких деловых отношений и ты никогда не сопровождал его в путешествии? Человек является честным, хорошо воспитанным и правоверным, когда он честен в своих деловых отношениях, а также когда он ведет себя хорошо и дружелюбно со своими спутниками в путешествии. Истинная ценность человека, его убеждения, терпимость, широкий кругозор, сострадательность и так далее могут быть правильно оценены только в этих двух случаях. Когда у вас нет опыта общения с ним, вы должны молчать и не говорить о нем ни хорошее, ни плохое. Если кто-то спросит вас о ком-то, вы должны говорить только то, что знаете о нем. Например, вы можете сказать, что видели его молящимся в мечети, но больше ничего о нем не знаете. Удостоверение – это свидетельство. В Священном Коране сказано: «Кроме тех, кто свидетельствует, зная истину». Следует отметить, что написание рекомендаций равносильно явке законного свидетеля, как если бы он находился на месте для дачи свидетельских показаний в шариатском суде. Согласно предписаниям этого аята, автор удостоверения может подписать рекомендацию только тогда, когда он полностью знает поведение и характер человека, для которого ее пишет. Давать характеристику о ком-либо, ничего о нем не зная, значит лжесвидетельствовать. И святой пророк осудил этот грех, сравнив его с ширком, многобожием. Лжесвидетельство равносильно ширку. В одном хадисе говорится, что однажды святой пророк сидел, опирая на что-то свое тело. Он спросил благородных сподвижников: «Сообщить ли вам о больших грехах?» Сподвижники ответили утвердительно. Святой пророк сказал: «Приобщать кого-либо к Аллаху, не повиноваться родителям». В то время он опирался на что-то. Затем он выпрямился и сказал: «И лжесвидетельствовать». Он повторил это 3 раза. Теперь обратите внимание на тяжесть этого греха лжесвидетельства. С одной стороны, святой пророк сравнил это с ширком, многобожием, а с другой стороны он повторил это 3 раза. И это после того, как он сел прямо. Изначально он сидел, преклонившись к опоре. Сам Коран упоминает об этом грехе наряду с ширком. Избегайте мерзости идолопоклонства, а также избегайте лживой речи. Это ясно показывает, как опасны и тяжелы грехи лжи и лжесвидетельства. Тот, кто выдает ложное свидетельство, грешник. Лжесвидетельство более тяжко и опасно своими последствиями, чем ложь, потому что в нем соединяется много грехов. Например, грех лжи, грех обмана человека. Полагаясь на достоверность ложного свидетельства, должностное лицо, которое имеет дело с его владельцем, из-за этого может понести убытки. Точно так же, если человек лжесвидетельствует в суде, и суд выносит решение на основании этого против невинной стороны, ответственность за это в любом случае будет лежать на авторе свидетельства. Таким образом, лжесвидетельство – это немалый грех,
Это очень тяжкий грех. Ложь в суде. В наши дни ложь стала настолько безудержной, что лгать в судах стало почти модой и надобностью. До такой степени, что от людей можно услышать такое: «Можешь сказать правду, ты же не перед судом стоишь». Это означает, что подходящим местом для лжи стал суд. За стенами суда, по их мнению, нет ничего плохого в том, чтобы говорить правду. Это несмотря на то, что святой пророк сравнил этот грех с ширком, и он является сочетанием многих грехов. Свидетельство об окончании медресе, школы. Все виды свидетельств, которые выдаются без надлежащего знания предмета, подпадают под определение лжесвидетельства. Примерами являются медицинские справки, свидетельства о квалификации, аттестаты и так далее. Многие люди приходят ко мне за свидетельствами о медресе, школах, в которых должно быть удостоверено, что медресе работает и в них преподаются такие-то и такие направления обучения. Эти сертификаты нужны руководителям школ для сбора пожертвований. Всякий раз, когда к моему покойному отцу Хазрату Муфтию Мухаммаду Шафи Сахибу обращались с просьбой дать такие свидетельства, он обычно отказывал на том основании, что это был акт свидетельствования, и он не мог выдать такое свидетельство, не зная медресе, потому что это было бы уже свидетельством. Однако он выдавал свидетельство о медресе только с изложением известных ему фактов. Написание отзыва о книге – это акт свидетельствования. Многие люди обращаются ко мне со своими книгами, чтобы я написал отзывы в пользу этих книг. Как можно сказать, что книга хороша, не прочитав ее и не оценив надлежащим образом? Писать рецензию на книгу, не прочитав ее, значит делать неверные утверждения и предоставлять ложное свидетельство. Однако люди исключили такие греховные деяния из категории лжи и лжесвидетельства. Если просьба об отзыве отклоняется на этом основании, они чувствуют себя оскорбленными. Они не понимают, что у человека попросят отчитаться перед Аллахом за каждое слово, которое он произносит или пишет. За все, что ускользает от наших языков или ручек, будет спрошено перед Аллахом. Воздержитесь от лжи. Привычка лгать распространилась в нашем обществе как эпидемия. Даже высокообразованные люди, регулярные в своих молитвах, ежедневных чтениях Корана и имеющие духовные связи со святыми, вовлечены в этот порок. Они также не считают грехом выдавать ложные удостоверения. Святой пророк сказал в хадисе: когда он говорит, то он лжет. Все эти действия подпадают под этот хадис. Считать, что они не касаются религии – худшее заблуждение. Необходимо избегать этих грехов и злодеяний. Случаи, когда ложь разрешена. Однако есть случаи, когда всемогущий Аллах позволил произносить ложь. Бывают случаи, когда жизнь человека находится в серьезной опасности, или он подвергается невыносимым пыткам или угнетению, от которых он не может спастись, не солгав. Даже в таких критических ситуациях предписывается, чтобы человек по возможности избегал откровенной лжи. Он должен спасти себя, используя некоторые неоднозначные выражения, передающие двойной смысл. Как Хазрат Сиддик избегал лжи? Когда Хазрат Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, переселялся из Мекки в Медину вместе со святым пророком, мир ему и благословение, многобожники Мекки отправили своих людей со всех сторон, чтобы схватить их. Они объявили награду в 100 верблюдов за поимку святого пророка, в результате чего жители Мекки начали активно искать эту пару. По дороге переселенцы случайно наткнулись на человека, который знал Хазрата ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, но не знал святого пророка, мир ему и благословение. Он спросил Хазрата Сиддика о его спутнике. Теперь Хазрат Сиддик был в очень сложной ситуации. Если он скажет правду о том, что он, Мухаммад, мир ему и благословение, пророк, весть может дойти до Мекки. Он был в затруднении и не знал, что делать. Если он скажет правду, святой пророк может быть пойман. И если он скроет этот факт, то станет виновным во лжи. Только Аллах помогает своим рабам в таком крайнем положении. Хазрат Сиддик ответил, сказав: «Этот человек мой проводник, который ведет меня по пути». Теперь посмотрите, как Хазрат Сиддик избежал лжи, произнеся фразу, означающую, что, будучи пророком, он был тем, кто вел людей по прямому пути Аллаха. Посмотрите, как мудро Хазрат Сиддик избежал неловкой ситуации, не солгав. Всемогущий Аллах всегда выручает из таких трудностей тех, кто сам изо всех сил старается избежать лжи. Хазрат Гангоги и его воздержание от лжи. Хазрат Мауляна Рашид Ахмад, Хазрат Мауляна Касим Нанатви и Хазрат Хаджи Имдадулла Мухаджир Макки приняли видное участие в борьбе за свободу против британского правительства в 1857 году. Священная борьба не увенчалась успехом, и в конце концов английская армия начала арестовывать и вешать борцов за свободу на перекрестках городов. Кого бы ни видел правитель, он приказывал, чтобы его тоже повесили. В каждой части города были открыты магистратские суды.
Каждый подозреваемый был судим, приговорен к смерти и повешен. В этот же период был подан иск и против Хазрата Гангохи, и он предстал перед магистратом. Судья спросил, есть ли у него оружие. У Мауляны было оружие, но он ответил на вопрос судьи, подняв руку с четками и сказав судье: «Да, это мое оружие». Он не сказал судье, что у него нет оружия, потому что это было бы ложью. И внешность тоже сыграла роль. Он был похож на святого, что ввело в заблуждение судью. Всемогущий Аллах также приходит на помощь своим возлюбленным рабам. Пока шел этот допрос, подошел один житель деревни и сказал: «Сахиб, откуда вы взяли этого человека?» «Он муаддин, провозгласитель молитвенных призывов в местности, где я живу». Воздержание Хазрата Нанатви от лжи. Против Мауляна Мухаммада Касима Нанатви был выдан ордер на арест, и полиция разыскивала его повсюду. Он сидел в мечети Чхаттага. Полиция нагрянула в мечеть, где святой сидел в полном одиночестве. Имя Хазрата Нанатви внушает мысль о том, что он, должно быть, надевает солидные и дорогие одежды, но ничего подобного не было. Он всегда носил набедренную повязку и обычную курту, рубашку. Когда полиция вошла в мечеть, она приняла его за слугу мечети и спросила его о Мауляне Мухаммаде Касиме. Мауляна встал со своего места, отошел на шаг назад и сказал: «Только что он был здесь». Сказав это, он убедил полицию, что в данный момент его там не было, не сказав, что его там нет. Сказать это было бы ложью, поэтому полиция ушла, не причинив ему никакого вреда. Это показывает, что преданные рабы Аллаха избегают лжи даже в такие критические моменты опасности и спасают себя, прибегая к умным, двусмысленным фразам вместо того, чтобы говорить явную ложь. Можно отметить, что шариат позволил нам лгать в таких крайних случаях, когда слова двусмысленного и неясного значения не помогают. Однако запрещено так часто пользоваться этим дозволением в наших повседневных делах, поскольку это влечет за собой грех лжесвидетельства. Да спасет нас всех Аллах от этого греха. Амин. Внушите в сердца детей отвращение к лжи. Стараясь с самого начала избегать лжи, постарайтесь создать в сердцах ваших детей ненависть к лжи и любовь к правдивости. Так что не лги перед детьми. Когда ребенок видит, что его родители лгут, он тоже начинает подражать им и думать, что в лжи нет ничего плохого. Таким образом, необходимо, чтобы каждый всегда и во всем следовал правдивости, во что бы то ни стало. Просто подумайте о том, что пророчество приходит вместе со званием Сиддык, что означает «самый правдивый», полностью отвращенный от лжи и неправды. Можно быть лжецом и в своих поступках. Иногда человек может позволить себе лгать своими действиями так же, как он лжет своей речью. Он это делает, совершая что-то внешне только для того, чтобы демонстрировать эти действия другим. Святой пророк сказал в хадисе: «Есть такой человек, который пытается показать своим поступкам, что он обладает чем-то, чего у него нет. Он как будто одет в одеяние лжи». Другими словами, грех его в том, что своим поступком человек показывает себя кем-то, кем он на самом деле не является. Например, это своего рода ложь, когда человек пытается своими действиями и привычками показать, что он богат, хотя это не так. Верно и обратное. Следовательно, является грехом для человека своими действиями и поведением создавать ложное впечатление о себе у других. Представление к имени звания Сайид. Есть много людей, которые представляют к своим именам такие титулы и звания, которые на самом деле им не принадлежат. Это стало распространенной модой. Например, некоторые люди добавляют к своим именам звание Сайид, хотя они не принадлежат к этому роду. Сайид — это тот человек, который связан с семьей святого пророка с отцовской, а не с материнской стороны. Было бы ложью использовать титул Сайид, если это не доказано родословной семьи. Использование титулов профессора и мауляна. Некоторые люди пишут «профессор» рядом со своими именами, хотя они не имеют квалификации профессора, что является специализированным званием. Точно так же титулы алим или мауляна должны использоваться только по отношению к тем, кто сам прошел курс Дарс-Низами и учился под руководством ученых-алимов. Некоторые люди используют эти титулы, не имея какого-либо авторитета, и это тоже форма лжи. Жаль, что мы относимся к этим деяниям легкомысленно и не осознаем, что это влечет за собой грех лжи. Да поможет нам Аллах избежать всех этих грехов. Амин.